Она вошла в высотку из стекла и бетона в самом центре Чикаго, сжимая в руках потертую сумку. Ветер с озера Мичиган пробирал до костей. На ней было старое серое пальто, изношенные ботинки, волосы собраны в простой узел, ни капли макияжа. Она казалась чужой в этом сверкающем бизнес-мире, но в глазах был огонь. Проходя мимо рецепции, она заметила, как секретарша стройная, ухоженная, с безупречной укладкой, насмешливо посмотрела на нее. Остальные сотрудники бросали презрительные взгляды, перешептывались. Кто-то громко хмыкнул, уборщица перепутала этаж. Она ничего не сказала, просто села в уголке холла и начала делать записи в блокноте. Никто не знал, что именно она наблюдала и фиксировала. Через 20 минут в вестибюль вошел мужчина в дорогом костюме, главный менеджер. Увидев ее, он нахмурился и подошел. Грубовато потребовал покинуть здание. Она подняла взгляд, спокойный, уверенный. «Меня зовут Эмма Харрис. Сегодня я приступаю к обязанностям генерального директора». Тишина обрушилась мгновенно. Секретарша побледнела. Менеджер растерялся. А в этот момент из лифта вышел один из инвесторов, пожилой мужчина с тростью. Он тут же тепло поприветствовал Эмму, громко и ясно, чтобы слышали все. Сотрудники замолчали. Она прошла мимо, уверенно, сдержанно, как человек, которому больше не нужно никому ничего доказывать. В тот же день, за своим новым столом, она начала с резкого пересмотра структуры продаж. Без эмоций, без мести, только здравый расчет. Те, кто был особенно язвителен, вдруг обнаружили, что их бонусы теперь зависят от результатов, а не от внешности. Эмма не гналась за авторитетом, она просто работала. И за месяц атмосфера в офисе изменилась. Вместо высокомерия сотрудничество, вместо сплетен поддержка. Люди начали уважать ее не за должность, а за поступки. В один из теплых дней, после успешной сделки, ее остановил охранник у выхода и молча протянул букетик полевых цветов. Она улыбнулась и поблагодарила. Где-то далеко, в маленьком городке штата Айова, осталась ее старая жизнь. А здесь начиналось новое, и не для того, чтобы мстить, а чтобы менять. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.